Всем салют! В сегодняшнем видео я кратко поговорю о жеребьевке, которая у нас произошла в Лиге Нюк. Да? Соответственно, более детально мы разберем выходные на стриме, планируем. И нашу группу, и вторую группу. У меня пока информации по второй группе нету. Вот. Ну, вернее, я жеребьевку видел, но у меня нет туда выхода. Вот на стриме мы рассмотрим обе группы и поговорим о них более детально. Да? То есть, опять же, уже пройдут по 2 боя к выходным. И будет останется полуфинал и финал, и будет более предметно о чем поговорить. Сейчас же мы можем просто посмотреть на то, что нас ждет, какие у нас получились группы, да, ну, в нашем, да, какое расписание получилось. Вот. На первых этапах, в отличие от прошлой, нет, ну, вернее, даже жеребьевка кардинально отличается от прошлой, наконец-то она произошла, да, то есть все топовые союзы, да, которые как бы претендуют на победу, разведены в разные углы. И встретиться могут между собой только уже в полуфинале, да, то есть это очень приятно. Вот. Как бы здесь у нас получается в верхней ветке у нас фан, в нижней ветке SSD. Здесь точно так же AVG вверху и левел внизу. Единственное, что вот, на мой взгляд, да, что AVG и М74 уже в четвертьфинале будут биться, да, то есть за счет чего? За счет того, что у AVG сейчас не так активно игроки, да, есть информация, что некоторые не играют. Если они не соберутся, да, на этот матч, если не захотят именно прям вот прийти выиграть, то им будет очень сложно с М74, у них очень сильный состав. Но опять же, М74 тоже есть такие же проблемы, да, то есть на М-серверах сейчас есть упадок интереса в игре, да, их не сводят между собой, да, слияние не происходит. И, соответственно, люди многие надоедают и уходят из игры. Но надеюсь, что они там соберутся и смогут показать нам отличный результат, отличные матчи, да, то есть, вот, ну, на мой взгляд, конечно, полуфиналы будут у нас с этой стороны Level и AVG, да, соответственно, здесь у нас Fan и SSD, потому что соперников ни у Fan, на мой взгляд, ни у SSD нету до полуфинала. Конечно, может быть, на М75 они соберутся в один союз, да, то есть соберут всех сильных игроков. И тогда вот в укромной битве они смогут действительно намного что преподавать, да, то есть там ушли ряд топовых игроков, конечно, но это не мешает, они просто, если объединятся, у них будет очень хороший союз, да, то есть если они добавят, ну, то есть соберут всех топов со своего сервера, то они смогут дать бой. Вот здесь, конечно, то есть тоже не стоит списывать их со счетов. Смогут договориться, да, вот есть еще время до заявки сегодня, если там перейдут игроки в один союз, да, то есть опять же, какой они решат. Тогда у них есть все шансы побороться не только с SSD, но даже с другими союзами, да, и попробовать выиграть укромную битву, ну да, лигу укромной битвы. Вот, если же они этого не сделают, я не верю, что они смогут так побороться. Ну, посмотрим, что будет, да, то есть, опять же, ну, все остальные союзы, на мой взгляд, уступают этим 4. Если смотреть вот сейчас, да, как бы я расценил шансы, да, если 4 союза, это по 25%, образно говоря, все равные шансы. Я бы все-таки забрал по 5% у Fan и SSD, да, соответственно, оставил им по 20 и перекинул бы эти 10% на левел, да, и сделал бы им, на их победу я бы поставил 35, да, процентов. Вот как бы так, да, 35 у AVG, 25 и 35 у Level. Потому что у Level сейчас он не очень активный, их большое количество игроков играет, да, на К4, на К11. В этом плане менее активные игроки стали сейчас, да, то есть, ну, такое вот мое видение, вот, ситуации, да. Но все может произойти, да, возможно, то есть, на Фан они сейчас соберутся и все придут на этот самый, ну, на укромную битву, да, то есть, именно и выдадут отличные матчи и могут легко выиграть. Вот, потому что нет такого, что сейчас какой-то явный союз, именно какой-то фаворит идет, который безоговорочно может здесь победить. Вот в этой группе у нас точно нет. Выиграть может любой. Все будет зависеть от того, сколько каких игроков придет на матч, кто сможет, кто не сможет, потому что все-таки это жизнь. Разные ситуации бывают, и не все могут прийти на битву, да. То есть у нас здесь есть где-то ставки можно делать, по-моему, здесь. Вот, я здесь уже немножко начал делать. Ну вот, я на SSD поставил против К11, М75, да. Вот, поставил на Легион с
К7, ну и здесь я поставил, потому что здесь был с утра коэффициент немножечко другой, да, тут был большой коэффициент, думал, ну, если Легион выиграет, можно золото поднять, проиграет, ну, потерять 2000, да. Здесь, конечно, вот, и потом решил, подожду и сделаю ставки, вот, как сказать, в прямом эфире, да, то есть здесь АВГ, здесь очень низкий коэффициент, да, еще, вот. Так, здесь у нас левел. Тоже коэффициент невысокий, много не заработаешь. Ну вот А18 рок. Да, у нас этот самый К18 рок. Коэффициент такой хороший. Сейчас еще подумаю. Рискнуть, не рискнуть. Так, Тар и 74 здесь. Вот так сделаю. Так, мат и катаны, да. Ну, я на мат поставил. У них тоже довольно-таки много хороших, сильных игроков, которые могут, ну, все-таки я считаю, что они, ну, выиграть должны. Но опять же, это исключительно мое мнение, да, то есть, хотя если М72 все соберутся и выложатся на все 100%, да, мат тут не придет из сильных игроков, шансы есть на победу. И вот здесь у нас кто? Рок. Ну, все свои, тут дело в том, что, видите, у них союз такой крепкий, хороший, но все-таки я не буду. Коэффициент хороший, но я лучше синица в руках, чем жаба в небе. Если выиграет все свои, конечно, ну, потерять 2000 не заработаю. Сколько там было? Можно было, там 22, да? Ну, ничего. Вот. Ничего страшного. Ну, вот такие вот я сделал ставки, да, то есть дальше будет интереснее, да, то есть на 8-е, полуфинал, финал. Ну, вот, мы этот самый, про полуфинал и финал поговорим на стриме в выходные. Я надеюсь, все получится у нас. А на данном этапе вот пока так. Такие у нас расклады. Если кто-то считает, что по-другому, пишите в комментариях. Возможно, я что-то не знаю, ошибаюсь. Но я вот пока вижу ситуацию вот так, как она происходит. На этом всем спасибо.